Я понял хоррор-шоу. С того момента, как я выпустил первую часть, я несколько раз заходил в хоррор-шоу, пытаясь понять, а что же конкретно мне в этой игре не нравится. Было что-то, что не давало мне в полной мере насладиться этой игрой. И тот факт, что на персонаже надо копить карты, здесь ни при чем. Ну, немножко при чем, если честно. Но на самом деле причина крылась в другом. Слишком маленький обзор для игрока. Камера находится слишком близко, и разглядеть, куда ты именно бежишь, довольно сложно. Именно поэтому я и ощущаю себя неуютно в этой игре. Обзор слишком маленький, а карта здесь довольно большая и интуитивно непонятная. Лично мне. И когда ты бьешь выжившего и он убегает, его очень легко потерять, потому что ты банально не видишь, что там будет дальше через несколько шагов от тебя. Если сравнить эту игру с Хоррорфилдом, там с обзором персонажа дела обстояли получше. Не потому, что камера там уж слишком далека, а потому, что сами персонажи поменьше, и ты не висишь прямо над героями. Но не могу не отметить, что разработчики убрали слишком долгую задержку маньяка после удара по двери или по выжившим. Это очень раздражало меня в прошлый раз, но теперь задержка стала поменьше и не так сильно напрягает, а значит, мое уважение. Да и вообще, теперь игра начинает сильнее отличаться от Хоррорфилда. Правда, что означают эти стрелочки, я все еще не понял, а значит, эксперты хоррор-шоу, я призываю вас! Сравнивать эту игру с Identity я, конечно, не буду, потому что Identity это... Но я надеюсь, что разработчики не остановятся и продолжат улучшать эту игру. Я до сих пор не понимаю странное упорное решение не добавлять персонажам анимации приседания или возможности залезать в шкафы, выбираться через окна, например. Если даже Skytech не продавали свои наработки, а концепция Хоррорфилда была лишь позаимствована, это ведь не означает, что нужно на этом останавливаться. В хоррор-шоу уже есть интересные механики для побега выживших. Проработка карты на высоте. Так если этой игре добавить больше разнообразия, то будет отлично. Все еще нет никакой анимации для маньяка, когда он сажает выжившего в клетку. Тешу себя надеждами, что это сделано лишь для теста, и в будущем маньяк сможет носить выжившего к клеткам, но мы же знаем, что этого не будет, правда? К тому же то, что раненый выживший не способен убегать от маньяка, это печально. Мне кажется, так быть не должно. Да, след выжившего пропадает довольно быстро, но тут вновь всплывает тот факт, что карта большая. И ходить по ней черепашьими шагами крайне утомительно. Ну и от маньяка не убежишь. Нет-нет-нет, это плохой опыт. Azure Games, брось бяку, она тебе не нужна. Выживших лечить все еще нельзя, либо у меня не получалось. А вот с клетками придумали занятную вещь. Можно потыкаться по кнопочкам и выбраться из клетки, и это... весьма сомнительное нововведение. Да, выжившим очень хорошо иметь шанс выбраться из клетки, но маньяку от этого будет очень больно. Потому что карта большая, обзор неудобный. И неужели маньякам придется кемпить? Сомнительно, сомнительно. Креативно и интересно, но... не. Кроме того, как-либо противостоять маньяку нельзя. Помансить удастся вряд ли, никаких предметов, я так понимаю, пока что в игре нет, чтобы можно было маньяка отвлечь или задержать. Значит, кемперы будут процветать тут. Ведь выживший может потыркаться по танцстрелочкам и выйти, пока ты пытаешься выследить других. Да, на карте есть аптечки, но ты попробуй найди эти аптечки сначала. К тому же, если будет онлайн, как ты сможешь дать раненому выжившему знать, что знаешь, где аптечка? В игре нет команд, которые можно было бы дать, так что... довольно сомнительно тоже. Но в целом игра развивается, и я это встречаю весьма позитивно. Разработчики стараются, что-то исправляют, что-то добавляют. Это весьма хорошо, и если опустить очевидное заимствование Хоррорфилда во многих аспектах, хоррор-шоу начинает выглядеть довольно неплохо. Конечно, анимации все еще чуток деревянные, персонажи скользят, а вот это было вообще не по-православному, между прочим. Но я вижу позитивные изменения в игре. Вот эту анимацию поднятия чего-либо можно подкорректировать, а вот как проанимирован ремонт электрощитка, это же отлично. Персонаж будто действительно чем-то занимается, правда есть небольшой казус с расстоянием, но хей, хоррор-шоу совсем свежий продукт. А если даже в лучшем клоне Dead by Daylight для мобильных устройств все еще присутствует такая херня... то это вовсе не грех для хоррор-шоу, как для недавно вышедшей игры. Что это? Вот что это? Игре уже 25 лет, а NetEase так и не удосужились исправить вот эту херню. Выживший тыкает пальцем в воздух.
А ведь достаточно просто подвинуть его буквально на шаг, и все будет нормально. Но мы же знаем, да, почему NetEase не исправили эту херню и не исправят, верно? Давайте, все вместе. 3, 4. Потому что им похуй! Молодцы, я горжусь вами. И NetEase реально похуй на свою игру и на игроков, раз такая ерунда имеет место быть с момента релиза игры и по сей день. Вот настолько им похуй. Это показывает отношение разработчиков к игре и к игрокам. Потому что схавают! И вот знаете, я уверен, что Azure Games в скором времени или в будущем исправит этот казус с расстоянием. Я настолько в этом уверен, что даже готов удалить свой канал, если они так и не исправят эту ерунду. Azure Interactive Games, не подведите, пожалуйста, окей? Пока!